Кто же стоит за самыми жестокими преступлениями в Америке? Сегодня я начну с охотника за головами из 19 века, чье имя до сих пор вызывает мурашки по коже, а затем мы окунемся в мир некрофилии Ганнибала Лектора. Но это только начало. В конце нас ожидает история предводителя секты, чьи руки окроплены кровью 303 детей. Страшная статистика гласит, что эти личности не только разрушали жизни, но и изменяли облик американской криминальной истории. Готовьтесь к тому, что заставит вас дрожать. Погружаемся во тьму. Начну я, безусловно, с того, чье имя стало синонимом американской преступности. Аль, лицо со шрамом Капоне, когда-то был королем чикагского рэкета. История шрама на лице до банальности проста. Однажды он сделал неприличное замечание женщине в баре. Ее брат ударил Капоне, а затем полоснул его по лицу, оставив 3 неизгладимых шрама, которые и дали ему это прозвище. Капоне начинал в Чикаго менеджером в заведении, где клиенты могли выпить и поиграть в азартные игры внизу или посетить женщин за деньги наверху. Капоне доказал свою ценность главному боссу Джонни Торио, и когда главаря чуть не убили конкуренты, он решил передать всю свою организацию Капоне. Он зарабатывал $60 миллионов ежегодно, продавая нелегальный алкоголь. Некоторые даже считали его кем-то вроде Робин Гуда или диссидентом, работающим на стороне народа в борьбе с сухим законом. Несмотря на то, что рядовой гражданин считал его щедрым благотворителем и местной знаменитостью, он все равно оставался хладнокровным убийцей. Хотя точные цифры никогда не будут известны. Считается, что Капоне лично убил десятки людей и приказал убить сотни других. Один из таких примеров личного управления делами Капоне произошел весной 1929 года. Капоне узнал, что 3 его сообщников планировали предать его, поэтому он пригласил всех 3 на грандиозный банкет. После того, как 3 ничего не подозревающих мужчин от души поели и напились от пуза, телохранители Капоне быстро привязали их к стульям. Затем Капоне взял бейсбольную биту и начал бить их, ломая кость за костью. Когда Капоне закончил свою экзекуцию, 3 мужчинам выстрелили в голову, а их тела выбросили за город. Самым известным примером убийства, которое, как полагают, было заказано Капоне, было убийство в День Святого Валентина в 1929 году, в результате которого погибли 7 его врагов. Через 2 года после этого он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и был осужден на 11 лет. Отсидев 7 лет и 6 месяцев, был условно-досрочно освобожден в ноябре 1939 года. Позже был переведен в психиатрическую больницу, где пробыл 3 года. Его здоровье там стремительно ухудшалось. Доживал Капоне свои последние дни в Майами со своей женой. К тому времени он страдал от параза, вызванного сифилисом. Капоне умер от инсульта и пневмонии 25 января 1947 года. А теперь знакомьтесь, Адам Ленза, 20-летний отшельник из Коннектикута. 14 декабря 2012 года устроил ужас в начальной школе Сэнди Хук в Ньютауне. Адам Ленза большую часть своей жизни был проблемным юношей с неоднозначным прошлым. Это пестрое прошлое практически исчезло, когда Адам совершил последний и самый жестокий акт в своей жизни. Буйный молодой человек, вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетом, вошел в школу и произвел 154 выстрела в течение примерно 5 минут. В этой школе он учился в начальных классах. По сообщению родственника, Адам приходил оттуда с синяками по всему телу. Его мама спрашивала его, что случилось, а он ей ничего не отвечал. Адам не просто сорвался. Событие такого масштаба обычно заранее спланировано. В результате погибли 20 первоклассников и 6 педагогов. В его арсенале была приготовлена пуля и для себя. В тот же день власти обнаружили еще одну жертву, мать Ленса, Нэнси. Он убил ее в их доме до стрельбы в школе. Но самое смертоносное массовое убийство в начальной школе США произошло в городе Бат, штат Мичиган, в 1927 году. Эндрю Кихо, 55-летний казначей школьного совета и фермер, предположительно, был расстроен из-за своих финансовых проблем и поражения на выборах городского клерка.
18 мая 1927 года фермер взорвал несколько устройств, которые он установил в школе. Соседи всегда замечали, что его психическое здоровье было шатким. Он на годы задерживал выплаты по ипотеке за свою ферму из-за неурожая и болезни жены. Фермер считал, что если бы не обязательный школьный налог в $150, он мог бы запросто выплатить эту ипотеку. Столкнувшись с банкротством, накопил сотни килограммов динамита, который был предоставлен американским фермерам для сельскохозяйственных целей. Затем он использовал свой статус казначея совета директоров и неофициального разнорабочего, чтобы каждую ночь ползать по недрам школы, заворачивая бомбы в проволочную сетку и прикрепляя их к потолку подвала здания. Он использовал электрические провода, чтобы подсоединять взрывчатку к зарядным батареям, и подсоединил все устройства к часовому механизму, настроенному на детонацию утром 18 мая. В результате взрыва была разрушена большая часть школы и погибли 43 человека, в том числе 38 детей. Кихо решил закончить и свою жизнь, взорвав динамит в своем грузовике. Перед взрывом Кихо убил свою жену, поджег свою ферму, разрушил свой дом и все хозяйственные постройки. После этого следователи обнаружили деревянную табличку, которую Кихо, по-видимому, прикрепил к забору на своей ферме, на которой было написано «Преступниками становятся, а не рождаются». А вот Теда Качинского власти обвинили в том, что он является внутренним террористом. Тед Качинский по прозвищу Уна-бомбер провел 17-летнюю серию атак, используя бомбы против ученых, руководителей бизнеса и других лиц. Качинский использовал бомбы, отправляемые через почтовую службу. Его первая цель, профессор инженерного дела Северо-Западного университета Бакли Крист, избежал травм, когда посылка с его адресом была найдена на парковке возле офисного здания и возвращена ему. Крист предупредил службу безопасности, заявив, что не отправлял посылку. Охранник, открывший отправление, получил травму руки при взрыве бомбы. В течение следующих 7 лет Качинский разослал 9 самодельных бомб нескольких так называемым целям, включая руководителей 2 ведущих американских авиакомпаний, ранив несколько человек и некоторых очень даже серьезно. В декабре 1985 года взорвалась бомба, отправленная владельцу компьютерного магазина, в результате чего тот погиб. Это был первый смертельный случай, приписываемый Качински. В общей сложности так называемый Уна-бомбер, как он к тому времени стал известен, совершил аж 14 нападений с использованием 16 бомб. В его последнем происшествии в апреле 1995 года был убит лоббист лесной промышленности Гилберт Мюррей. Качинский известен как автор манифеста из 35 тысяч слов, озаглавленного «Индустриальное общество и его будущее». После того, как он отправил свой манифест в несколько газет и телеканалов в виде письма, он поклялся прекратить свои преступления, если тот будет опубликован полностью в крупной газете. И ведущие газеты полностью опубликовали его в сентябре 1995 года. Его брат Дэвид сообщил ФБР, что манифест, приписываемый Уна-бомберу, похож на статьи, написанные его братом. В 1998 году он был приговорен к 4 пожизненным срокам плюс 30 лет. Он был найден мертвым в своей камере 10 июня 2023 года. Ему был 81 год. Опасности подстерегают нас всюду. Сумасшедшие люди могут быть и на дорогах. Они даже могут специально провоцировать ДТП. А что делать, если вы попали в ДТП в Америке? У вас же нет миллиардов долларов и отряда адвокатов, к которым можно обратиться за помощью. Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Следующий наш криминальный герой, Том Хорн, был человеком-обладателем многих шляп. Жил он в XIX веке и был армейским разведчиком, законником, убийцей и преступником. Он, безусловно, являлся одним из самых хладнокровных убийц Дикого Запада. В конце 1880-х годов Хорн работал в детективном агентстве Пинкертона в качестве охотника за головами.
Хотя поначалу он казался подходящим кандидатом, его способность к насилию не осталась незамеченной. В 1894 году он был вынужден уйти в отставку после того, как его обвинили в 17 убийствах. Лишившись значка, Хорн стал наемным убийцей. Его типичной мишенью были погонщики скота, и считается, что он несет ответственность за смерть по меньшей мере 20 погонщиков. В 1901 году Хорн был связан с убийством 14-летнего Вилли Никела. Подросток был сыном владельца ранчо. Убийство, скорее всего, было связано с враждой между семьями Никель и Миллерс, а Хорн был просто исполнителем. В ходе расследования его заподозрили, вероятно, по очевидным причинам. Шериф напоил Хорна, и тот дал признательные показания. Это послужило основанием для ареста Хорна и суда над ним, хотя это и была ловушка шерифа. Вина Хорна остается предметом споров для историков, независимо от степени ответственности. Хорн был казнен через повешение 20 ноября 1903 года, за день до своего 43-го дня рождения. Наш экскурс по убийцам продолжает Джон Уэйн Гейси. Он был признан виновным в убийстве 33 юношей и девушек в период с 1972 по 1978 год. Большинство тел были найдены погребенными под подвалом его дома в Чикаго. На момент ареста Гейси утверждал, что несет ответственность по меньшей мере за 45 убийств. Кстати, есть история про него, что когда ему было 19 лет, он сбежал от деспота отца. Он устроился работать в морг, живя по соседству с комнатой для бальзамирования. И вот ночью он возбудился при виде тела маленького мальчика и забрался к нему в гроб. Инцидент настолько встревожил его, что он немедленно вернулся домой. Также есть сведения, что Гейси не соответствовал типичному профилю серийного убийцы, изолированного, неприспособленного к жизни одиночки. Он был дважды женат, имел детей и был популярным членом своего сообщества. И все это время мучил несовершеннолетних сотрудников своей франшизы и убивал людей. Он был тревожно жизнерадостным и словоохотливым серийным убийцей, чья улыбающаяся поза на фотографии после ареста демонстрирует полное отсутствие человечности. Гейси получил прозвище «клоун-убийца», потому что он иногда принимал образ клоуна Пога и участвовал в благотворительных мероприятиях по сбору средств. В конечном итоге он был приговорен к смертной казни и казнен в исправительном центре Стейтвилля в 1994 году с помощью смертельной инъекции. Его последними словами были «поцелуй меня в…» ну вы понимаете. А вот у следующего преступника Теда Банди в 1970-х годах было блестящее будущее в республиканской партии штата Вашингтон. Но вместо этого он стал одним из самых известных серийных убийц и некрофилов в истории США. Он часто обманывал своих жертв, заставляя их думать, что он ранен и нуждается в помощи, прежде чем напасть на них. В 1976 году он был арестован за попытку похищения, но, выступая в качестве собственного адвоката, сбежал. Он мигрировал во Флориду, где убил 2 женщин и 12-летнюю Кимберли Дайан Лич. Он был признан виновным в этих убийствах и, находясь в камере смертников, признался в 50 других преступлениях. Теда Банди иногда называют прародителем киноперсонажа Ганнибала Лектора. Фактически, персонаж частично основан на нем. Книги «Красные драконы» и «Молчание ягнят», в которых Лектор помогает детективам ловить серийных убийц, были непосредственно вдохновлены взаимодействием Теда Банди и детектива Роберта Кэппела. Банди связался с Кэппелом из тюрьмы, чтобы предложить помощь в поимке убийц Грин-Ривер, тогда еще безликого хищника, который убил почти 50 так называемых ночных бабочек в Сиэтле. Теории Банди об убийце были устрашающе точными. Он знал, что маньяк будет продолжать возвращаться туда, где хоронил своих жертв, и порекомендовал хитроумный способ поймать его. Его уважение к детективу побудило рассказать о своих собственных преступлениях. Насильник, признавший в себе некрофила, насиловал своих жертв до, а иногда и через несколько дней после их убийства. Банди умер на электрическом стуле в тюрьме 24 января 1989 года. Следующий доморощенный террорист – Тимоти Маквей. Он взорвал заминированный грузовик перед федеральным зданием в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года.
Теракт унес жизни 168 человек, в том числе 19 детей. Ветеран войны в Персидском заливе Маквей стремился отомстить федеральному правительству за осаду в 1993 году комплекса, принадлежащего религиозной группе «Ветвь Давидова». Осада закончилась смертью лидера секты Дэвида Кореша и 75 его последователей. Взрыв здания произошел в 2-летнюю годовщину смерти давидианцев. Тимоти рос обычным ребенком, и отец знал о произошедших в нем переменах, когда тот вернулся с войны. Но он не думал, что его сын способен совершить такое. В июне 1997 года Тимоти Маквей был признан виновным в преступлениях и приговорен к смертной казни. Перед вынесением приговора его родители умоляли присяжных сохранить ему жизнь. Тимоти прекратил подавать апелляции в декабре 2000 года и попросил назначить дату своей казни. Во время их последнего разговора Маквей-старший попросил его извиниться перед семьями своих жертв, но тот отказался. Маквей был казнен 11 июня 2001 года. Ну и завершу я свое видео историей о Джимми Джонсе. Основатель и лидер секты «Народный храм» уехал из Калифорнии в 1974 году со своими последователями и основал в Гайане комплекс, который он назвал Джонстаун. Джонс, харизматичный и неуравновешенный человек, стал параноиком, опасаясь, что ЦРУ и ФБР следят за ним. Джонс управлял своей общиной железной рукой и никому не позволял покидать ее. Его действия дошли до официальных лиц в США. В ноябре 1978 года конгрессмен от Калифорнии Лео Райан нанес визит в Джонстаун. После осмотра объекта Райан покинул комплекс вместе с несколькими его жителями. Разгневанный Джонс отправил своих людей на взлетно-посадочную полосу, где они застрелили политика и еще 4 человек, покинувших секту. Позже, в тот же день, 909 последователей Джонса, 303 из которых были детьми, умерли от отравления цианидом. Сам же Джонс умер от огнестрельного ранения в голову, сделанного им самим. До 11 сентября 2001 года этот инцидент был самой большой потерей американских гражданских жизней не в результате стихийного бедствия. А в завершении хочу вам напомнить, что это загадочные фигуры, чьи тени тянутся сквозь время, оставляя за собой лишь разрушение и страх. И это еще не все истории. Обязательно подписывайтесь на канал и ждите продолжения. До новых встреч, пока!